Привет, друзья! Меня зовут Лагунов Евгений, вы на канале ЯБЛУС-game, и мы с вами продолжаем прохождение игры Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Давайте выберем миссию. У нас там еще кассета не прослушана. Ну там музыка, ребят, поэтому так. У нас ждет миссия «Слишком много знаний». Давайте принять это задание. Посмотрим. Тут 3 точки высадки. Ну посмотрим, что нас ждет. Так, ну, напарница у нас та же самая остается. Единственное, что винтовочку мы ей все-таки сменим на виновную бабочку. Себе, естественно, тоже основное оружие поставим. На этот раз уже усыпляющую с глушителем винтовку. Ну и дополнительно, естественно, тоже поставим с глушителем, но на урон. Вспомогательное оставим такое же, какое есть. Ну и протез такой же тоже оставим. Предметы все то же самое. 26 тысяч на сброс пойдет. Погнали. Транспорт не берем. Ну, помыться бы, конечно, нам. Ну, ладно, ничего страшного. Погнали, пойдем ночью. Опять же забиваю на ранг. Я, кстати, подумал и решил, что я заморочусь за ранг по прохождению. Вообще, все основные сюжетные ветки, ребята, я заморочусь за S-ранг и за то, чтобы пройти сначала игру, но так, чтобы были выполнены все задачи в каждой миссии, прям последовательно. Может быть, это невозможно будет в некоторых моментах, потому что я видел такие задачи, как убить кого-то, потом опять же эта задача эвакуировать кого-то, то есть и убить со 100 метров, скажем, там какого-нибудь там офицера. То есть как одновременно его получается и убить, и эвакуировать, я не представляю. Ну, если это возможно не будет, значит будем делать несколько рейсов, дабы все это выполнить. Но опять же с нуля. Не так, как я сейчас играю, с учетом побочных миссий. Ну, в общем, да, вот, но все сюжетные задачки я зацеплю. Ладно, погнали. Нас ждет миссия сюжетная. Эпизод 32. Слишком много знаний. Find and extract the missing CIA agent. The target was laying low with the friendly Mujahideen during the vocal cord parasites incident. The man headed back to OKB-0 after the Soviets recaptured it. Check the target's VI on your iDroid. Хорошо. Ну, давайте прям сразу и посмотрим. Могу, нет? Нет, не могу, ребят. Вот только сейчас могу. Нам сюда, да? Ну, давайте отметим ее. Хотя она отмечена, что там отмечать. Ну, сразу сюда тогда и побежим. Че париться, вот через марку А. Хорошо. Ну, погнали. Опять Афганистан. Я бы не сказал, конечно, что я против. Но пусть будет Афганистан. А вот одежду другую выбрать нужно было. Это помогает на фоне камней. А мне бы все-таки пустынную. Она меня сбила. Ладно, фиг с ней. Пусть живет. Давайте все-таки пушечку другую поставим. Бдымс. Так забавно. Побежали дальше. Не буду сейчас заморачиваться за все, что тут лежит. Мне пока всего хватает для прохождения. Так, а вот тебя-то мы все-таки... Ага. Нет, давай. Все-таки попробуем с кулака. Иди сюда. Иди сюда, ты где? Вон ты. Ладно. Ты чё? Во. Давай, давай, летай. Улетай. С ноги. Хоть одну эвакуировал. Так. Пока не вижу никого.
Да тут и нету никого. Вон там крепость. А нам дальше. Ну, не знаю. Но мне кажется, что можно все это пробежать. Добежать конкретно в ту точку, куда нужно было. Раз уж обнаружили, поднимем. Еще там обнаружили что-то. Нет, это просто трава из-под ног. Ну что, мы уже близко. Все, подготовили все, что нам нужно будет. Задание сбора растений выполнено. Extraction arrived at mother base. Enemy presence detected. Понял. Map has been updated. Ладно, хорошо тогда. А может быть нам не надо? Давай-ка мы попробуем это тоже оббежать. Может быть и надо было сюда заходить. Но я не вижу особой причины. Вот смотрите. Я уже вижу кое-кого. И давайте-ка мы на них посмотрим внимательнее. Гиена. Еще гиена. Но меня интересует вот этот пацан. Одного мы видим. Он меня услышал, нет? Видимо, нет. Так, ладно. Да ладно, не буду особо церемониться. Но отправлю животных домой. Ясно. Вон еще один. И они все идут туда, да? Объект. Блин, там в каске. Бдзынь. Давай. Тебя как-нибудь можно там, нет? Достать оттуда. О, что это такое? Во, хорошо. Где еще? Обнаружили объект, но ничего не делают с ним. Я в тебя попал, ты должен уснуть. Ты должен уснуть. Так, грузовик едет. Вижу. Уснул. Ты сейчас тоже должен уснуть, по идее. Он сейчас меня заметит, 100 пудов. Ну усни же ты. Ладно, пошел. Как в тебя попасть-то? Уснул, хорошо. Так. Замечательно. Ага.
Давай-ка мы посмотрим на тебя. Давай. Унесем тебя отсюда. Ну, они машину ждут, я ее перехватил. И теперь, по сути... Пусть ждут. Чего хотят. Не увидели? Нет, не увидели. Да, всех берем. Хорошо. Ну все. Грузовичок пусть здесь останется. Сейчас всех попробую все-таки усыпить. Водителя эвакуировали. Да. Теперь надо с другой стороны обойти. Грузовик трогать не хочу, потому что они могут спалить. И где-то есть... Да, транспорт рядом. Не парься. Давай в голову, не? Каска хорошая. Да я знаю. Как в тебя попасть-то в голову? В жопу. В жопу, точно. Давай еще разочек. Все, глушак сломал. Сколько можно было в тебя стрелять? Ты спать вообще не собираешься? Объект пошел. Эти же все ждут транспорт, да? Хорошо, пусть ждут. Я тут пока потаскаю пацанов, эвакуирую всех. Уверен, что это будет полезно. Почему этот транспорт? Ага, понятно. Давайте тогда... Куда он пошел? Они все куда-то пошли. Непонятно куда. Ладно, пусть идут. А, они пошли вместе с этим самым. Так, давай сброс припасов. Ну пусть сюда. Так, ну а ты? Лети тогда отсюда. Они уже все слишком далеко. Машина теперь нужна тоже. Ее тоже нужно эвакуировать. Успел бы. Надо было транспорт сбрасывать, отправлять, наверное. Хотя они бы докопались, наверняка бы до него. И? Вы дальше пошли, что ли? Вы в своем уме? Зачем? А, только хотел. В попу. На тебе. На тебе. Уснул. Красавчик. Ты. На. На. И еще раз. На. Всю попу вас. Ты тоже спи. На еще. Да не жалко там. Давай, давай, еще. Вот ты бронелобый, а. Сколько можно тебе уже отстреливать?
Заднюю часть, филейную. Может, в ногу можно? Давай. О. Еще. Хорошо. Может, он не пойдет теперь, пока тут валяется? А тут у нас какой? Так себе. Да что ты будешь делать с ним, а? Не могу ничего с ним сделать. Вообще ничего. Только бегать. И причем, походу, никак. А, тут уже у нас девочка пришла. Во, неужели? Хоть что-нибудь скажи. Специалист находится здесь, ладно. Он, видимо, на нее отвлекся. Да, сейчас все эвакуирую. Не знаю, как-то так. Не смог я ему прострелить филейную часть. Вот этот вот. В плечо ему можно было попасть. А тому нет. Ну и ты тоже, давай, полетел. Все полетели. Да, все полетели. Ну какая-то такая миссия, давайте. Не-не-не. Обратно вот сюда. Наверное, можно как-то было по-другому это сделать. Но, тем не менее, ладно. Что сделано, то сделано. Главное, что дальше сейчас проходим и так далее. Еще я так понял на водителя, то, что мы эвакуировали, это нам дало какое-то дополнительное задание. Ну, я потом заморочусь. Сейчас пока ну, абсолютно не парюсь за эту тему. Давайте пока пособираем цветочки, пока мы здесь. Его, походу, это отвлекла девочка наша. Молчуня, quiet. Ну и тем самым дала возможность нам его обойти сзади и схватить оттуда. То, что я был обнаружен, это, естественно, минус по рангу. То, что у меня 2 ранения, это, естественно, минус по рангу. Ну, как-то пофиг. Заморочусь попозже на эту тему. Но зато быстро, кстати, пройден. Так что это будет плюс по рангу и с первого раза. Сейчас посмотрим. Интересно прям. За ранг начинаю что-то заморачиваться. То, что без смертей, тоже хорошо. Ну, тревога одна была. Сейчас глянем. Нужна другая уже, ну, более мощная снайперка. Ранг Б пойдет. Без рапида, без боевых тревог не вышло. Боевая тревога одна. Полученное ранение. Одно ранение, да? 2 тактические победы, 2 выстрела в голову. Да, пойдет. Заморочусь на S-ранг потом. Забавно вокруг него бегал, конечно. He betrayed the Soviets, passing information to Langley, but got scared after learning XOF used the vocal cord parasites. Then came feelings of guilt that his leaks sent comrades to their deaths, and fear that America might deploy such a weapon itself. But in reality, XOF and Langley don't have a collaborative relationship, and Skullface was not working for America. Still, I can't blame the man for being afraid. After laying low with the Mujahideen, he tried to cut his ties with the US and return to the Soviet military. But along the way, someone came after him, and he was forced back into hiding. Could have been remnants of XOF looking to silence him.
and you know the rest. He doesn't seem to know much about the parasites, but nevertheless, it'd be too dangerous to hand him over to Langley or the Soviets. We'll keep him here as originally planned. Понятно. Еще дополнительные аудиокассеты получены. Давайте послушаем их. Угу. А2 плюс 1, товарищ. Что опять? Зачем? Что-то опять там стряслось, там несколько вертолетов. Что стряслось? Ладно, хоть в душ схожу. Ну что ты, друг? Что опять? Ты в рот воды набрал? Типа погнали опять биться. Да? По-любому Элай подстроил. Вот. Не просто же так. Да, хорошо. И тебе тоже, будь здоров. Давайте-ка посмотрим, что у нас добавилось. Побочной миссии никакой не добавилось. Да, вроде никакой. Ладно тогда. Тогда я думаю, что садимся на вертолет. Ну и... Зачем я возвращался на базу? Ой, извиняюсь. Так, и теперь... Я думаю, что сейчас задания еще дополнительные. Глянем. Так, давайте вы. Вот так. Вы. Нифига себе. Вот это прикольно. Давайте. Погнали. Вы. Эксплуатация движных. Вот. Ёшкин ты. Блин. Надо побольше хороших. Ну, хороших специалистов. Вы так. А вы. Медицинская помощь. Е. Все, остальных не могу. Все, ну и теперь садимся в вертолет. И полетели. Я так понимаю, вот эта побочная миссия была, испытание Элая, она как раз сейчас должна была быть, по идее. Но у нас она почему-то была еще в первой части. Причем, когда мы прилетели вообще на платформу изолятор. Странно. Ну да ладно. Все-таки давайте глянем задание. Что-то сомневаюсь. Может, все-таки что-то еще будет сейчас связанное с Элаем. И зря я улетел отсюда. Сейчас посмотрю. Посмотрю, послушаем кассеты и закончим на этом серию, ребят. Хорошо. Смотрим. Задания. Побочные задания. Ну вот я пока не вижу ничего такого. Это все чертежи, захваты, эвакуация пленника. Некоторые повторяются. Поимка легендарного медведя, ибиса. Эвакуация со старой базы. Вот, да, кстати, вот, помните про снимки говорили, когда мы были у ПАЗ? Я 2 снимка отдал. Вот, это вот с этих, вот у этих бойцов я их взял и отдавал им. Я это сейчас понимаю так. Здесь не то. Уничтожение марионеток, это тоже не то.
Нету новой побочной миссии. Ну все, тогда слушаем аудиокассеты. Ну и дальше будем думать, что делать. Вот как раз металлический архей, сюжетная прямо аудиокассета. Слушаем. This is yellow cake that Cypher was having the PF's transport. Before we met you, the boss recovered it from a truck crossing the savannah. Are there metallic archaea inside it? Yes, the archaea metabolize uranium-235 to subsist. They must be stored inside yellow cake, or they cannot survive. So those biological traces we took for impurities were actually the real cargo. Of course, they are deactivated, so they do not trigger a sudden enrichment. They are like baker's yeast. Yet, they do gradually enrich the uranium as they feed. I imagine you detected weapons-grade traces. Yeah, we did. And the malachite that was loaded on the truck had traces of uranium in it too. So that's the flower, huh? Skullface was gonna sell do-it-yourself nuke kits. The uranium-enriching archaea complete with a user's manual. And the ores with the uranium could be sourced by the client or provided by Cypher. Even the trace amounts buried in common ores can be enriched to weapons-grade uranium by the metallic archaea. Proving that must have been the most important factor of the trials. That and the ability to successfully prevent detonation. So if the amounts of uranium in the ores are low enough, they can get past any inspection. And you only need a tiny amount of the archaea to act as the yeast. No great challenge to smuggle that either. The first step towards saturating the world with nukes. His plan. That was not my intention. My only goal in developing the metallic archaea was to save the Dene. What made you think a tool for creating undetectable nuclear weapons would save your people? After 70 years, the Dene reclaimed the Navajo nation from which we were banished. We bore all the hardships of poverty, but we were proud to live off the land we called our own. But in the moment the atomic bomb was dropped on Hiroshima, everything changed. I don't get it. The nuclear arms race between the US and the Soviet Union began with the end of the Second World War. Suddenly, there was a massive demand for uranium. And it was our ill fortune that the ground beneath the Navajo Nation was rich with uranium ore. The Black Ana government set up mine after mine, and many of the Dene worked them, never informed of any danger. Every day, they went to work with no protection. The slag was simply piled out in the open. When rain fell, uranium traces left behind would seep out, and when the ground dried, it was blown about as dust. Land and water were contaminated, irradiated. Many of us became sick and died. That pain lives on to this day. I had no idea. Wanting more than anything to revive the land my forebears left to me, I was delighted upon discovering microbes that eat uranium. If they could be domesticated, I believed we could rid our land of uranium. Were you successful? No. The research called for funding on a colossal scale. But nobody was willing to invest with no prospect of a return. And that's when Skullface showed up. Correct. I can save you and your people. We share the same will. That is what he said to me. And I believed him. Plagana forced me to abandon my uranium cleanup work and focus on nuclear weapons. And he held all the Dene hostage. Today, the uranium mines within the reservation are finally closing down. It is simply
significantly less expensive now to source uranium overseas. New victims, different places. But uranium is a tactical resource. To rely on a foreign country for it is a difficult decision to make. And he was in the perfect place to influence that decision. He could have condemned your people to the mines forever. The contamination comes not only from uranium. The fallout from the Nevada nuclear tests also settled on our lands. As if our fortune were not already bad enough. We are also downwinders. To save the Dene, I must complete my original research. The one that covers the parasite that lives on the surface of the skull's bodies is what gives them their power. Similar to my children who live in my skin. I modified the parasites I isolated from the body of that old man, differentiating them with various abilities. One that can blend perfectly into its surroundings by exposing the pigments in its cells at will. Another that, by harboring multiple species of metallic archaea, can oxidize and reduce metal. Isolating the one that covers and transplanting it into an artificial medium should provide the same abilities as the skulls, but they can only subsist within a human body. Once transplanted into the medium, they will eventually die. Another thing, the weakness of the one that covers is desiccation. Their surface moisture loss is greater than ours. The reason they give off mist is to alleviate this by releasing the salts inside them as microparticles. Water vapor condenses around them, appearing as mist. But this dries out the atmosphere until they cannot even produce mist. And once their supply of water from the host runs out, the parasites are in danger. They, along with their host, enter a form of suspended animation. However, a similar effect occurs if they come into contact with a large amount of water. Rain, for instance. The one that covers will temporarily abandon other processes in his eagerness to absorb the water. Pitijolone. Make the weather your ally. Hewitt's dug up some interesting facts about our skull-faced friend. 9 years ago, he was exiled to South Africa, stripped of political power. The upshot's that he ceased being a serious threat, in Cypher's eyes anyway. They eased up on surveillance, giving him an opening to establish his own military unit, one that answered to his will alone. Those men likely had no idea their orders were coming from Skullface. They probably didn't even know the organization was a part of Cypher at all. Anyway, it was in South Africa where he found renewed interest in parasites. And when he discovered the vocal cord parasites, he began to make his plan. Wipe the English language out of existence. Free the world, not by taking men's lives, but by taking their tongues. In his eyes, the greatest symbiotic parasite the world's ever known isn't microbial. It's linguistic. Words are what keeps civilization, our world, alive. There was something Skullface said. America is made up of many peoples, but those peoples never mix. Quite so. One nation, home to hundreds of different ethnic groups, many of whom stick to their respective living areas. Little colonies, not interacting with other groups, going out of their way to avoid one another. Their land, organizations, relationships. Thus, the United States of America is no melting pot. It is more of a salad bowl. It is not
made up from one people. But for its minorities to function in society, a common ground is needed. Language. Even if the country is not one. No, because it's not one. A lingua franca is necessary. English. American hegemonism was born from the illusion that English could unite diverse ethnicities. In taking in people from around the globe, America became a microcosm of it. Now the boundaries between it and the rest of the world have become blurred. However different our neighbors may be, English enables us to create symbiotic relationships with each other. If English can bring unacquainted neighbors together in America, this should hold true for the world. This salad bowl that is the world can also become one. Да. Гамбургеры Казухира Миллера? Ну давайте, вкус кот такил. I have spoken enough. Your men can take it from here. Will you permit me to rest? Have something to eat? I thought you don't eat. I can subsist without food. But there is more to the act of eating than nourishment. We receive nature's blessings, and we affirm our part in it. And in doing so, we express our gratitude. Sorry, it's, hearing you say you don't need to eat and that you're part of nature in the same breath. Anyway, what can we get you? Not exactly a five-star restaurant, but the kitchen's used to serving a lot of different appetites. Hamburgers. Hamburgers? Even we dinner have become Americanized. I eat them often back home. And you just can't let them go. Well, as far as symbols of the American Empire go, hamburgers are pretty good. The victory of capitalism. Your people suffered so much at the hands of America. And you asked for hamburgers. We have suffered more than you can know. But I do not see hamburgers as an accomplice. A single dish, providing a balanced helping of nature's blessings. Meat, grain, and vegetable. How could anyone hate such a magnificent thing? Says the guy who can survive on photosynthesis. Balance has nothing to do with it. You just like a good burger. That is also true. Be warned, though. I have very high standards. Don't worry. I do too. All right then. One good old-fashioned all-American icon coming up. I look forward to it. Забавно. Ну и где-то еще одна запись. Вот, про горящего человека. Дальнейшая его судьба. You mentioned that the man on fire was crushed under Sahelanthropus in its hangar. Yeah. He was caught under the wheels of its transport platform. But his body wasn't found. What? We searched the area the moment we arrived, but there was no trace of him. I wasn't hallucinating. I know. I trust you on that. That means someone must have taken the body. But when I got there, everything was still as it was. Even Skullface hadn't been touched. I can't see a reason to sneak into a place like that and drag out the biggest, heaviest guy there. What are you getting at? Only option left is... he got up and walked away. That platform ran him over. Just ran him over. You're saying that's not enough? I don't want to believe it, but maybe not. He shrugs off bullets, even rocket strikes. There's no reason to think that would finish him. It seems ridiculous, but I'll start gathering eyewitness accounts just in case. If you dig up anything concrete, I want to know. You'll be the first, if I dig anything up. But I hope to hell I don't. No kidding. Да уж, я тоже надеюсь, что мы больше с ним не повстречаемся. Уж очень он мне не нравится. Ну, такой вот брифинг. Нас ждет, я думаю, что так, внешнее здание еще пока выполняется. А, вот как раз выполнилось.
Угу. Unit Да. dispatched. Здесь нам не хватит пока. Ну вот медицинская помощь. Здесь этих хватит вполне. Unit dispatched. Остальное что? Тут 1 минута. Ну давай какой-нибудь, я не знаю, уничтожение складов, дробовики нет. Давай. Мины. О, направленного действия. Пойдет. О, максимум. А плюс. Погнали. Unit Да. dispatched. Так будет лучше. Ну еще одна пока выполняется. Ну что ж, вот такая какая-то серия. Надеюсь, что вам понравилась миссия. Если это так, поставьте лайк. С вами был Евгений Лагунов. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Увидимся в следующей серии. Всем пока.